Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня в этом видео, как я и обещала, я вам покажу, как связать бактус для игрушки по моим схемам. В общем, вот такой вот бактус. В предыдущем видео я показывала свои игрушечки, вам бактус понравился, и я записала небольшой ролик, как это сделать. Бактус вяжется спицами. Мастер-класс не для новичков, мастер-класс для тех, кто уже умеет вязать, потому что видео не совсем подробное. В общем, бактус вот здесь вот завязывается, и вот такой вот треугольничек вяжется. Принцип один и тот же, как у вязания больших бактусов, но просто вот в уменьшенном размере. Все цельновязано начинается от угла и заканчивается в конце другого угла. Вот такой бактус. Кому нравится, оставайтесь со мной и свяжем такой небольшой аксессуар для игрушечки. Вы можете связать, в принципе, бактус на любой размер, просто вяжете больше прибавок, чтобы у вас здесь вот была, ну, больше ширина и будет больше длина. Ну, в общем-то, я думаю, кто вяжет спицами, тот знает, как это все сделать. Вот, ну, на всякий случай, так как многие просили, я показываю. Для вязания нужен будет совсем небольшой клубочек, моточек пряжи, любые остатки можно будет связать. Нужен будет крючок и спицы. Все, будем сейчас вязать. Итак, для бактуса я буду использовать небольшой остаточек пряжи. Вот как раз таки на такие изделия можно использовать разные остаточки, которые у нас остаются, и, так сказать, применить их в пользу. Для вязания я буду использовать спицы 2,5 миллиметра. Ну, вы можете использовать и 3, и 2. Все зависит от вашей плотности вязания. Вот. И также крючочек. Ну, крючочек не важно. 2, 2,5. Там. Просто нам нужно будет цепочку из воздушных петель сделать. Итак, делаем просто начальную петлю, как обычно. И вяжем 25 воздушных петель. Это у нас будет завязочка. Вот, провязали 25 петелек. Это у нас такая небольшая завязка, которая будет завязываться сзади на шее. Далее мы делаем накид. И из второй петли вывязываем еще одну петельку, чтобы у нас получилось 3. То есть у меня одна петелька была рабочая, это у меня накид, и вот петельку я из второй петельки вывязала. Давайте, наверное, еще раз покажу. Делаем накид, и вот из этой петелечки вывязываем еще одну петелечку. У нас получается 3 петли на крючке. Мы снимаем их и дальше уже будем вязать спицами. Так. Вот. В общем-то, принцип вязания такой, что мы будем вязать 3 ряда просто и в 4-м ряду делать прибавку. Ну, в общем, сейчас покажу, и я думаю, что принцип будет понятен тем, кто вяжет спицами. Насчет того, кто вяжет крючками, я не знаю. Итак, первую петлю я снимаю. Так, и дальше все, ну как все, вообще все надо вязать лицевыми, но только кромочные первую снимать, а последнюю изнаночной. В общем, я тот еще мастер объяснения вязания на спицах. Так, в общем, первую мы сняли. Далее лицевая. И последняя у нас изнаночная. Это кромочная петля. Переворачиваем. Вяжем второй ряд. Первую снимаем. Лицевая.
изнаночная. Далее третий ряд. Все так же снимаем, лицевая и изнаночная. Так вот, в четвертом ряду мы будем делать прибавку. Итак, первую мы снимаем, далее делаем лицевую, делаем накид. Накид — это и есть наша прибавка. И провязываем изнаночную. Вот, и уже у нас получается 4 петельки. Теперь 3 ряда мы вяжем просто лицевыми. И накид мы провязываем так, чтобы у нас не было дырочки. Ну, то есть скрещено, либо как у вас там накид лег. В общем, провязываем, чтобы не было дырочек. Последняя изнаночная. Так, это у нас первый, будем считать, ряд. Это второй. Все вяжем лицевыми. Так, провязали третий ряд, и в четвертом ряду мы будем делать прибавку. Так, первую снимаем, одна лицевая, вторая и накид. Последняя у нас изнаночная провязывается. Так, у нас теперь 5 петелек. Далее 3 ряда вяжем лицевыми. Так, на камеру не очень. Надо смотреть, чтобы еще и в кадр попадало мое вязание, и на само вязание смотреть. Так, а еще я сейчас вяжу стоя. Да, то еще удовольствие. Так, первый ряд. Второй. Третий. Вот мы провязали уже, ну, в общем, не знаю, сколько рядов. И у нас как бы видно, что вот если вот так поставить ровно вот эту завязочку, да, то вот этот низ у нас сюда вниз уходит. Ну вот видно, да? Ну это там, ну это как бы нам такая помощь, если мы вдруг сбились, какой ряд мы вяжем, то вот здесь вот у нас, где идет расширение, всегда будут накиды, прибавочки эти. Ну и в общем таким образом мы вяжем 3 ряда просто, и потом в конце с накидом до той ширины бактуса, который вам нужен. То есть у вас может же быть игрушка больше, меньше. Ну, я вот показываю на игрушку, которая по моей схеме. Так, сейчас я провяжу до нужной мне ширины и покажу, как вязать в обратном направлении. Но я думаю, кто вяжет не первый раз спицами, тот знает, как делать убавочки в обратном направлении. Итак, я провязала до того момента, когда у меня получается, я провязываю 7 петелек и делаю накид.
И всего у меня получается на спице 9 петель. Это максимальная ширина, которой я вяжу бактусы для своих игрушек. Теперь один ряд я провязываю просто лицевыми, но кромочный, само собой, я снимаю и изнаночными делаю. Так. Это у нас получается как бы центральный ряд, который у нас посередине бактуса. Так, провязали. И теперь у нас все тоже идет, но только теперь на убавке. То есть вот здесь у нас угол треугольника, да, нашего вот этого бактуса. И здесь мы будем делать убавки. Итак, снимаем кромочную, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязали, и вот эти вот 2 мы вяжем лицевую вместе. Ну, как бы это у нас убавка получается. Провязали и кромочную, изнаночной. Далее 3 ряда мы вяжем просто лицевыми, без всяких убавок и прибавок. Так, первый. Второй. Третий. А в четвертом ряду мы снова будем делать вот здесь вот убавочку. Снимаем первую кромочную. 1 петля, 2, 3, 4. Теперь мы вяжем 2 вместе, делая убавку. И кромочная у нас изнаночная. Вот. Так, ну я думаю, понятно, что теперь мы дальше вяжем 3 ряда лицевыми, потом опять 4 с убавкой и так далее. Я сейчас довяжу, пока у меня не останется 4 петельки, и покажу, что делать дальше. Итак, я сейчас сделала последнюю убавочку. Ну, не совсем последнюю, но в общем, я сейчас сделала убавочку. Теперь я вяжу 3 ряда по 4 петли без изменений. Первый ряд. Второй. Третий. Теперь первую снимаем, эти 2 провязываем вместе. И это изнаночная у нас. Снова провязываем 3 ряда. Вот как в начале у нас было 3 петли, мы их 3 ряда провязываем, так и в конце делаем, чтобы у нас был бактус симметричный. 1. 2.
3. И теперь берем крючочек и провязываем как бы 2 изнаночные. Ну, просто крючком будет легче, наверное. Так. Так. Провязали эти 2 и теперь протаскиваем эту петельку сюда, чтобы у нас получилась 1. И вяжем 25 воздушных петель. 1, 2, 3. Так, провязали и обрезаем ниточку. Делаем ниточки на кончиках одного размера. Вот, и вот такой вот бактус у нас получается. Смотрите, какая вам сторона больше нравится, с убавками или без. Ну, все-таки узор немножко по-разному ложится, и поэтому смотрите. И все, вот такой вот быстренький бактус готов. Вяжется буквально 20 минут. И теперь его можно повязать на игрушку. Вот и все, наш бактус готов. Вот такая вот красота получается. И здесь вот небольшие завязочки. И уже игрушка смотрится по-другому. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео было вам полезно. И теперь ваши игрушки немножко приоденутся к весне. Всем пока и до новых видео.